Наш опыт работы показывает следующее. Прежде всего, есть расхожие мифы, которыми руководствуются как политики, журналисты, так и некоторые эксперты, к сожалению. Эти расхожие мифы сводятся к следующему. Первое, что национальных республик не должно быть. Между тем, опыт федеративного устройства целого ряда государств, в том числе тех государств, на пример которых мы стараемся брать, показывает, что именно федеративное устройство и учет национальной специфики в государственном устройстве позволяет решать успешно национальные проблемы. Это Канада, провинция франкоязычная, провинция Квебек. Это Великобритания, где Шотландия недавно учредила свой парламент, где Северная Ирландия имеет собственную автономию. Испания, где баски и каталонцы имеют собственную автономию, и так далее, и так далее. И Индия тоже. Наиболее близкий для нас пример для России – это Индия. Она также многоязычная, такая же многонациональная, такая же многоконфессиональная. И вот это множество учитывается в федеральной политике в Индии. Россия тоже должна пройти через этот путь, и когда ругают большевиков, Владимира Ильича Ленина и так далее, я обращаю внимание критиков большевиков, советской власти, на то, что это положительный опыт, не тот опыт, который надо отвергать, ее надо развивать, а не отвергать. Это, прежде всего, то, что касается расхожего мифа, что национальное образование, национальные республики надо ликвидировать, и этим мы решим национальные проблемы. Второй расхожий миф о том, что Северо-Кавказские республики, занимая последние ступеньки в иерархии по социально-экономическому положению, они бедны, нищие и так далее. Это абсолютно не соответствует действительности. Как правило, статистика не учитывает теневые доходы, как правило, статистика не учитывает доходы от личных подсобных хозяйств, от индивидуального предпринимательства и так далее. С учетом этих доходов Северо-Кавказские республики, как правило, перемещаются в середину таблицы в этой иерархии. И некоторые эксперты, в частности, директор Института этнологии Валерий Александрович Тишков, когда побывал в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, он был поражен той предпринимательской, социальной и экономической активностью населения и тем уровнем жизни, который он там застал. Он руководствовался таблицами ежегодными статистическими социально-экономическое положение российских регионов, а он увидел там совершенно другую картину. Далее, еще один миф связан с тем, что деньгами мы можем залить любую проблему, в том числе и национальную. Как правило, комплексный подход нужен при решении национальных проблем. Не только деньгами. Наш анализ показывает следующее. В генезисе возникновения национальных проблем все факторы играют в той или иной степени очень важную роль. Здесь и уровень образования, здесь и информационная политика, здесь и социально-экономическая ситуация в данном регионе, здесь и уровень коррупции в данном регионе или в данном городе, в данном районе. Все вместе, когда начинаешь анализировать, вырисовывается очень интересная картина. Интерес заключается в том, что межнациональные проблемы в регионах России обостряются, прежде всего, там, где очень высок уровень коррупции. Дальше, очень высок уровень коррупции именно в правоохранительных органах. Следующий момент, третий, там, где националистические, ультранационалистические организации пользуются негласной поддержкой коррумпированной бюрократии или на региональном уровне, или на уровне силовиков, или на уровне правоохранительных служб. Мы пришли к выводу следующему, что как только в 2000 году президентом стал Владимир Путин, советчики в Кремле на Старой площади ему насоветовали, что чем меньше мы будем будировать национальный вопрос, тем лучше для России. Что мы таким образом построим нормальную западную демократию, гражданскую демократию, где национальный вопрос будет снят тем, что мы
просто ее задвинем на периферию общественного внимания, на периферию средств массовой информации и так далее. А получилось следующее. Получилось, что национальная политика выродилась в то, что мы называем в Академии геополитических проблем, где я одновременно работаю, национал-корпоративизмом. Что значит национал-корпоративизм? Национал я беру в слово кавички. Это такой ублюдочный национализм, который прививается среди необразованной, невежественной молодежи в России, именно среди русской молодежи, когда им демонстрируют периодически в средствах массовой информации, через определенную образовательную политику прививается отчуждение, ненависть к определенным иноэтническим группам, ну, в частности, кавказцам, мусульманам, значит, в последнее время, последние 5-7 лет к мигрантам из Средней Азии. Средства массовой информации, федеральные средства массовой информации, в основном электронные, четко, методично проводят именно эту политику, когда освещают криминальную хронику, когда они демонстрируют какие-то документальные фильмы, когда они демонстрируют художественные фильмы. Вся эта политика информационная формирует именно в русской части населения России негативное отношение к выходцам с Кавказа, к представителям мусульманской уммы, к иммигрантам со Средней Азии. В чем заключается фишка в данной политике? Фишка заключается в том, что такая политика выгодна крупным корпорациям. Выгода заключается в том, что она не дает возможность канализации социального протеста, социальной энергии, недовольства социального положением населения, канализируется вся эта энергия в определенное русло, именно националистическое русло. Между тем, и кавказец, российский гражданин, и татарин, и башкир, и русский, на 80-90% у них общие интересы, они социальные, они экономические, они культурные, они образовательные интересы едины в одном. Но политика, которая в нашем государстве реализуется последние 10 лет, она не дает возможности консолидации именно на этой основе, на позитивной основе. Я встречался с болельщиками «Спартака», я встречался с их лидерами. Значит, мы встречались с лидерами националистических русских движений. Мы с ними проводили фактически просветительские беседы, показывая, откуда ноги растут, извините за выражение, у наших проблем. Это проблемы общие и для Северного Кавказа, и для Татарстана, и для Поволжья, и для всех русских регионов. Мы пришли к следующему выводу. Вот наша организация, Российский конгресс народов Кавказа, занимается проблемами мигрантов, в том числе и мигрантов со Средней Азии. Только 6 тысяч обращений в наш Кавказский правозащитный центр за прошлый год, 2011 год. Из них 70% представителей Средней Азии. Только 15% обращаются выходцы с Северного Кавказа. Мы занимаемся студенческой молодежью русской и кавказской в проблемных регионах, Москва и ряд городов. Налаживаем между ними диалог. Мы занимаемся мониторингом некоторых средств массовой информации, в частности, «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», иногда телевидение. Мониторинг направлен на то, чтобы выявить определенную тенденцию в национальной политике. Если такая тенденция деструктивная или позитивная. И мы видим, что в некоторых средствах массовой информации, федеральных, именно корпоративных и государственных в том числе, четко проявляется такая негативная установка. Культурная политика не работает на консолидацию многонационального российского общества. Образовательная политика до сих пор у нас лежит в архиве, не в архиве, в моем архиве, выписки с учебников и пособий истории России, где выделенные куски, они работают на формирование кавказофобии и татарофобии. Татары до сих пор не могут понять
за что их в России не любят, хотя они внесли огромный вклад в ее созидание, создание империи России. И Минобороны, об этом здесь говорили, Минобороны просто выталкивает из общероссийского пространства, из канала социализации северокавказскую молодежь. Выталкивает, запрещает формирование и призыв из Дагестана, из Ингушетии и Кабардино-Балкарии на том основании, что они якобы отличаются конфликтным поведением. Но извините, что за офицеры, если они могут совладать с молодыми ребятами, северокавказцами?